Здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я покажу вам быстрый способ, как разморозить морозилку. Понадобится всего 10 минут, чтобы избавиться от всего этого льда и снега. Любой холодильник нужно размораживать, даже если у вас холодильник с системой No Frost и в морозильной камере нет снега. Только такие холодильники достаточно размораживать один раз в год, чтобы помыть. Если у вас морозилка, как и у меня, обрастает льдом, то ее обязательно нужно размораживать, а как часто и зачем это нужно, расскажу чуть дальше. Итак, первое, что нужно сделать, это отключить холодильник от сети. Дальше нужно позаботиться о продуктах, которые лежат в морозилке. Мне уже не раз писали, что продукты из морозильной камеры на время разморозки можно положить в холодильник. Ну, не знаю, как у вас, но у меня продукты из морозилки в холодильник не поместятся. Ну, а если и поместятся, то куда-то нужно будет деть продукты из холодильника. В общем, для меня это не вариант. И если для вас тоже, тогда предлагаю следующее. Возьмите большой контейнер или таз и сложите в него все продукты. Я всегда стараюсь размораживать холодильник в декабре и в мае. Объясню почему. В декабре холодно и есть возможность поставить таз с продуктами на балкон. В мае, особенно когда начинаются дожди, температура падает, и при такой температуре продукты тоже себя нормально чувствуют. Чтобы надольше сохранить продукты в замороженном состоянии, можете накрыть их сверху фольгированным полотном для теплоизоляции. Продается оно в строительных магазинах и стоит недорого. Если не хотите ничего покупать, накрывайте одеялом. Когда на улице холодно, достаточно просто накрыть продукты кухонными полотенцами. Вот смотрите, сколько у меня снега в ящиках, но даже такую морозилку можно быстро разморозить. Доставайте все ящики, и теперь их нужно хорошо вымыть. Делать это удобнее всего в ванне. В раковине на кухне будет неудобно, очень мало места, и у вас все вокруг будет в воде. А если будете делать все аккуратно, чтобы вокруг не было воды, то потратите много времени. Еще один важный момент. Перед тем, как приступите к мытью, дайте ящикам нагреться до комнатной температуры. Итак, сполосните ящики прохладной водой, нанесите на влажную губку средство для мытья посуды и можете приступать к мытью. Пластик очень легко царапается, поэтому для мытья используйте только мягкую сторону губки. Когда помоете ящики, споласкивайте их проточной водой и вытирайте насухо. Теперь возвращаемся к морозильной камере. Пока мыла ящики, дверца в ней была открыта, и лед понемногу начал таять. Чтобы вода не текла на пол, всегда под низ ставлю противень из духовки. У меня в морозилке есть вот такое углубление. Сюда, как предусмотрено производителем, вставляется специальная лопаточка, по которой вода должна стекать в емкость, которую вы подставите. У меня этой лопаточки нет, поэтому я беру влажную тряпку, один конец тряпки кладу в углубление, второй опускаю в противень. Ну а теперь переходим к самому главному, как же быстро и легко разморозить морозилку. Есть несколько способов это сделать. Первый. Возьмите фен, включите максимальные обороты, максимальную температуру и прогревайте морозильную камеру. Поток горячего воздуха быстро растопит весь лед. Прогревать нужно равномерно. Не держите фен в одном положении, иначе перегреете данный участок. Постепенно лед начнет таять, будет стекать вода, поэтому советую подставить вниз какую-нибудь емкость.
Второй способ разморозить морозилку – это использование емкости с теплой водой. На каждую полку ставьте кастрюлю с водой, температура воды должна быть 40-45 градусов, и регулярно меняйте воду по мере остывания. Третий способ – это использование вентилятора. Его плюс в том, что ваше участие не требуется, поэтому сделать так можно, когда вы будете мыть ящики. Откройте дверцу морозилки, установите напротив нее вентилятор и включите самый мощный режим. У меня был достаточно толстый слой льда в морозилке, и смотрите, как быстро все начало таять. Давайте теперь разберемся с вопросом, как часто нужно размораживать морозильную камеру. Когда мы открываем морозилку и кладем в нее продукты, внутрь попадает влага. Она оседает на стенках, на полочках и преобразовывается в лед. Из-за этого могут возникнуть трудности с выдвиганием полочек. Чем больше в морозилке будет льда, тем больше она будет потреблять электроэнергии, чтобы поддерживать установленную в ней температуру. И вот, исходя из этого, каждый для себя сам должен решить, как часто нужно размораживать морозилку. Если у вас жарко и вы часто открываете морозилку, храните в ней много продуктов, лед будет намерзать быстрее и размораживать морозилку нужно будет чаще. Поэтому смотрите, если вы видите, что намерзло много льда, значит пришло время размораживать. Когда лед станет мягкий, вы можете посчищать его вручную. Для этого отлично подойдет пластиковая карта или пластмассовая лопаточка. Ни в коем случае не используйте нож и другие острые металлические предметы, чтобы не повредить морозилку. Когда полностью удалите растаявший лед, возьмите чистую тряпку или полотенце и вытрите морозилку насухо. Дальше оставьте морозилку открытой на 5 минут, чтобы она хорошо просохла и из нее полностью испарилась влага. Затем включите холодильник, и когда температура в морозилке опустится до установленной, можете возвращать на место полочки и загружать продукты. Вот такими полезными советами, как разморозить морозилку, я сегодня хотела с вами поделиться. Способ этот быстрый, легкий, поэтому уверена, все у вас получится. Если советы вам понравились, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до встречи в других видео.